Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Главное». Как всегда, в студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе, Марина Лагутина. Обсуждаем главные новости Южного Кавказа за неделю. И сегодня у нас в гостях доктор политических наук, профессор Алексей Валерьевич Финенко. Алексей Валерьевич, здравствуйте. Марина, Гия, добрый день. Здравствуйте. Ну, начнем с самого главного события этой недели, которое нам еще предстоит, и которое мы, наверное, уже как минимум полгода обсуждаем в наших программах. Это выборы в Грузии, парламентские выборы, которые пройдут 26 октября. За неделю до них, в прошедшее воскресенье, оппозиция провела митинг, и лидеры оппозиции говорят о том, что как только завершатся выборы, то начнутся новые митинги, либо для празднования победы, либо осуждающие итоги выборов, если победит грузинская мечта. На этой неделе основатель правящей партии «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили рассказал о том, как западные структуры вели переговоры с предыдущим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили об открытии второго фронта в Грузии против России. И там звучали такие фразы, что предполагали западные спецслужбы или западные партнеры Грузии о том, что Грузия сможет продержаться в открытом конфликте против России 3-4 дня. А дальше они говорили о том, что население Грузии должно будет идти в условные леса и вести партизанскую войну. Вот такое вот заманчивое предложение поступало грузинским властям об открытии второго фронта. Вообще, как вам такие циничные предложения и вот весь контекст таких вот взаимодействий между Западом и грузинским правительством? Алексей Валерьевич, вам слово. Вы знаете, для меня, Марина, в этом нет ничего удивительного. Вот был такой интересный английский писатель Джордж Оруэлл. Он с гордостью, подчеркиваю, с гордостью сказал, что у нашей британской элиты шахматное мышление. Не случайно у нас любимая национальная сказка даже не Алиса в стране чудес, а Алиса в Зазеркалье. То есть Алиса в мире шахмат. Совершенно верно, они видят мир как шахматы. Ведь что такое шахматное мышление? Это значит, я игрок, или как у них принято на индийский манер, я махараджа, а остальные страны и народы это пешки, конь, слон, которыми я играю. Вам сильно жалко, если погибла пешка? Нет, конечно, для партии это не очень приятно, но в принципе вы никаких эмоций не испытываете. Завтра вы начинаете новую партию, послезавтра новую и так далее. Погиб ваш слон. Ну что, неприятно, это всего лишь слон, всего лишь деревяшка. Вот именно так англосаксонские элиты веками воспринимали другие народы и государства. Для них махараджа, он игрок, остальные это пешки, которыми они передвигают по шахматной доске. Они этого не скрывают, они с гордостью говорят, другие играют внутри страны, мы играем государствами. То есть это позиция островитян, наблюдая как бы с недоступного расстояния и выстраивая комбинацию баланса сил, как они считают это нужным. Поэтому разочарую тех, кто в Грузии думает, что их радостно готовы принять и считать своими. Они для них всего лишь пешка. Хотели ли они открыть здесь второй момент, второй фронт? Да, конечно, хотели. Только было это, если мне не изменять память, весной-летом 22 года. Вот тогда да, тогда они действительно обсуждали открытие второго фронта для России. И для них это было бы идеальным. В момент, когда после взятия Лисичанска стало в начале июля задерживаться российское наступление, вот тут бы им открытие второго фронта было бы очень на руку. Перенесение военных действий в Абхазию и Южную Осетию с перспективой дестабилизации Северной Осетии и Чечни. Тогда это было бы отвлечение российских сил. Тогда мы могли бы получить более сложную ситуацию, чем под Харьковом и Херсоном осенью 22 года. Конечно, американцы и англичане этого хотели. Но надо быть уж совсем наивным человеком, чтобы не видеть этого расклада и не видеть их расчета. Понимали ли они, что Грузия проиграет? Конечно, понимали. Но это отвлечет российские силы на, как они говорили, занятие или оккупацию, назовите как угодно, территории Грузии. Тогда перед Россией открылся бы новый второй фронт. И, кстати, это вбило бы большой клин в отношении между Россией и Азербайджаном.
тогда и Турции. Тогда они бы заволновались по поводу такого приближения России, что англичанам и американцам требовалось. Кстати, больше англичанам. У американцев все-таки нет такой интеллектуальной проработки, как у англичан. Обычно это английские центры делают такую проработку. Ну и третий момент. То, что сейчас происходит в Грузии, я думаю, это результат тех процессов, которые начались в 2011-2012 годах. Как всегда в политике мы видим не сиюминутные решения, а через 15 лет. Вот что произошло в 2010, 2011, 2012 годах. В Грузии пошел раскол общества на тех, кто выступает за какой-то прагматичный диалог с Россией, и тех, кто уж совсем непримиримый, живет идеей, мечтой реванша за войну 2008 года. Кстати, ведь грузинская мечта победила на выборах осенью 2012 года. И тогда никто так не возмущался, не кричал. Нет, были, конечно, отдельные публикации в Соединенных Штатах, но как-то все равно это было вяло. И главное, напомню, что тогда американцы боялись, как бы Грузия не вступила в создававшийся тогда Евразийский союз. Конечно, до этого было далеко, еще даже дипломатические отношения никто не возобновил, но тем не менее. Теперь прошло 10-12 лет, раскол усилился. Теперь усилилась партия, которая выступает за прагматический диалог с Россией. Да, тяжело, конечно, потеря Абхазии и Южной Осетии, но надо честно сказать, говорят они, что мы их с 1992 года и так уже не имели. А во-вторых, нам надо выстраивать какой-то диалог с Россией, если мы не хотим получить новую войну. А что нам принесет эта война? Вернуть Абхазию и Южную Осетию вряд ли удастся. Проиграть еще раз, и тогда уже встанет вопрос о территориальной целостности Грузии. А я напомню, что Мигрелия была, по сути, установлен над ней контроль только в 1993 году. И что Абджария только в 2004-2005 годы были подавлены сепаратистские кое-какие движения. То есть на самом деле не так уж давно в Грузии произошла эта спайка. Поэтому, конечно, еще одно поражение. Да, и напомню, и с вами 2006 год тоже сложности были. То есть не так давно была эта спайка, чтобы идти на новый конфликт и новое поражение. А другая партия кричит: только на Запад даешь войну-реванш, с помощью американцев и англичан мы восстановим, одержим победу. Правда, что будет с Грузией, как здесь, они умалчивают. А ведь посмотрите с другой на этой стороны. Одно они говорят: вот Украина сражается. Ну сравните демографический потенциал Украины и Грузии. Сравните демографический потенциал, промышленный потенциал какой-никакой Украины и Грузии. У Грузии просто нет ресурсов, чтобы вести затяжную войну на юге. Поэтому раскол нарастает, и, к сожалению, не все в грузинском обществе понимают, куда их ведет вторая партия. Спасибо. Гия? Да, ну, со многим согласен. Я думаю, что действительно вторую войну, российско-грузинскую, Грузия как государство может не пережить, действительно, я с этим согласен. Я думаю, что многие в Грузии это тоже понимают. Тут вот ведь какая история. С одной стороны, правящая партия, и она настаивает на том, что сейчас идет вот эти выборы, это выбор между войной и миром. Конечно, вот это такая лоскутная эта оппозиция, которая то ли собралась, то ли не собралась, потому что сейчас некоторые из оппозиционных партий, руководителей сейчас обвиняют там, президента Грузии в том, что она чуть ли не засланный казачок от правящей партии. То есть там грызня продолжается. Коалиция у них, ну прямо скажем, такая, что даже если бы они победили на этих выборах, или если победят, они развалятся на следующий день. Ну просто на следующий день. Они переругаются. Они там люди амбициозные, люди очень импульсивные, и очень многие из них недалекие, я бы так сказал. Вот. Но вот эта вот лоскутная оппозиция, она как бы вот... Там же нет такого, что мы за войну. Они не говорят этого вслух. Ну, тут вот, и мы придем и начнем воевать. Они понимают, что если они такое произнесут, они не просто проиграют, они просто вылетят из политической жизни Грузии. Они всячески говорят: нет, ну вот посмотрите, мы просто мы должны быть с Западом, просто надо там ввести, о чем они сейчас говорят, ввести визы, значит, россиянам, чтобы они не могли приезжать в Грузию так свободно, как... Значит, присоединиться ко всем санкциям, значит, пересмотреть это прямое сообщение.
авиа, тоже, прямо скажем, для простых людей мало чего хорошего сулит. Но все-таки не столь радикально, как война прямо. Вот. Но надо понимать, что в любом случае обострение политическое между Грузией и Россией произойдет. Что Грузия потеряет в этом случае? Однозначно она потеряет в экономике. То, что сейчас относительное благополучие в экономике Грузии, оно зиждется только на хороших отношениях, именно экономических, с Россией. Это однозначно. Понятно, что граждане, такие вот, как я, например, простые, получат опять невозможность нормально прилететь к своим родственникам, близким, друзьям там, и так далее. Сейчас, после того, как президент России еще принял решение о уже полной либерализации визового режима с Грузией, когда можно приезжать на учебу без визы, то есть не надо учебную визу, работать без... То есть только если вы приезжаете там не работать, не учиться, а по каким-то своим делам и очень надолго хотите задержаться, тогда надо получать многократную визу. Все. То есть либеральней визовый режим быть уже не может. Это потеряют люди, возможности и так далее. Вот. Но самое страшное, что, на мой взгляд, может произойти, это то, что опять все повернется в идеологическом, да, вот это прозападном. То есть это ЛГБТ, это наступление дальнейшее на православную грузинскую церковь, которая, кстати, которая сейчас, она не принимает ни сторону оппозиции, ни сторону правящей партии. Они сказали, что но церковь православная выступает за ценности, за то, чтобы мирный процесс был, и не было войны, конфронтации и так далее. То есть, по сути дела, в общем, грузинская православная церковь выступила на стороне, конечно, грузинской мечты в данном случае. Потому что именно она ассоциируется с тем, что они за традиционные ценности грузинские и православные, и за мир, за мирное. Вот. То, что будут раскачивать, будут. Хотя заявления МВД, которые сейчас делаются там, грузинские и силовых органов, они такие, предупреждающие. Вот. И, в принципе, видимо, к этому такому сценарию все готовятся, которые попытаются, конечно, там раскачивать. Все будет зависеть от того, как придут люди, как проголосуют. Вот. Разные социологические данные сейчас дают, но их бессмысленно сейчас как-то препарировать, потому что в зависимости от того, кто контролирует эти социальные опросы. Но надо сказать, что даже оппозиционные какие-то там средства, и американские в том числе, которые на них работают, они все-таки дают победу грузинской мечте, но такую, которая не позволит ей контролировать, да, то есть не конституционное большинство, и, может быть, даже если объединятся какие-то оппозиционные партии, они смогут создать какое-то коалиционное правительство. Вот. Но сценарий, по которому будут там, митинги, давление и так далее, он не то что очевидный, он так и будет. Вот. Никакой, конечно, там победы оппозиции я не жду, вот. Но какие-то определенные осложнения, конечно, будут. Здесь вот очень любопытное заявление сделал один из таких радикалов, который на Украине, там с говорящей фамилией Гамсахурди, Ладо, по-моему, его зовут. Вот. Он заявил о том, что мы не позволим Грузии уйти в Россию, даже если для этого придется пролить кровь. И вот они такие заявления. Но он вообще много говорит, мало что делал, если так посмотреть его биографию. Но это совпадает вот с этими такими настроениями именно радикальных. Они, безусловно, в Грузии есть и достаточно такие многочисленные, с точки зрения того, если они выйдут на улицы. Да. Вот. Большого, кстати, вот такого митинга, как планировала оппозиция, у нее не получилось. Вышло там пару десятков тысяч, это по самым их оптимистичным. Сегодня, кстати, когда мы записываем программу, сегодня пройдет митинг грузинской мечты. Вот. Понятно, что оппозиция говорит, что туда сгонят насильно всех там, чуть ли не
дулами пистолетов, что на самом деле не так, потому что я сам по последним посещениям в Грузии знаю, что людей, которые настроены против оппозиции и против вот такого сценария, да, который они там пытаются разыграть, их достаточно много людей. И уже даже вот это шествие, которое организовала православная церковь и проправительственные круги, которое было посвящено как раз традиционным ценностям, они показали, что такой задел, в общем, массовый у правительственных сил есть. Ну, посмотрим, что дальше, как будут развиваться события. Ну вот после прошлых парламентских выборов в 2020 году 7 месяцев оппозиция там выводила людей, да, там в какой-то момент это уже совсем мало людей было, бойкотировали парламент и так далее, то есть не признавали результатов выборов. И в конце концов, вот там 7 месяцев спустя Запад сказал оппозиции, ну все уже, ну невозможно, заканчивайте, это уже ваша явно не государственная деятельность, давайте дальше работать. Вот интересно в этот раз, учитывая новый контекст абсолютно, новую ситуацию, когда уже Евросоюз говорит, мы прекратили вообще процесс вступления Грузии в наши ряды, и вообще мы против, и мы, скорее всего, и не признаем результаты этих выборов, хотя мы понимаем, что выиграет грузинская мечта. Сколько будет длиться вот эта нестабильность? Знаете, я бы сначала, если позволите, продолжу то, о чем говорил Гия сейчас справедливо. Вот на самом деле это очень опасное требование ввести и ужесточить визовый режим. Это не только экономики, но это вновь обостряет проблему непризнанных государств. Это вновь обострит проблему Южной Осетии и Абхазии. Ведь что такое введение виз? То есть надо будет либо вокруг этих стран выстраивать барьеры, либо это опять как Саакашвили в 2003-2004 году говорил, что надо брать под контроль участок границы между Россией и Южной Осетией. А тогда это новый конфликт, которому, то есть они не говорят открыто, что они за войну, но их требования подводят к новому обострению, если внимательно к ним. Ну, Саакашвили тоже не говорил, что он за войну, понимаете? В том-то и дело. Он говорит, что мы за восстановление территориальной целостности с помощью НАТО. Вот было его, я помню, заявление. А каждый понимал, о чем идет речь. Ну, по-моему, даже немецкие лидеры в 30-е годы не кричали «мы хотим войны». Наоборот, они говорили «мы хотим типа мира, а нам не дают бедным». Но это последний, кстати, как было последним, мне понравилось как-то заявление, последним, кто открыто, наверное, мировым лидером кричал, что он за войну, был только кайзер Вильгельм. В Первой мировой уже никто так открыто никогда не говорил. Все стали хитрее. Все стали хитрее, да, и как-то само по себе уже население было более напугано. Ну просто да, потому что Первая мировая война психологию изменила и отношение к войне. Это, вся эта романтика, которая там... И просто как в салонах пить кофе и размышлять. Да, там где-то война идет, а жизнь продолжается и так далее. Первая Кстати, мировая очень война... похоже на то, что мы сейчас видим, на ту же картину мира, да, если подумать. А теперь второй момент. По счастью, наверное, у нынешней грузинской оппозиции нет ярких лидеров. У них сейчас нет ни второго Гамсахурдия, ни второго Саакашвили, ни даже второй Бурджанадзе, который мог бы возглавить их какое-то движение. Тут, о чем говорит Ги, они могут развалиться просто-напросто сами после выборов, потому что у них нет лидера, нет яркой харизматической фигуры, которая могла бы их объединить и повести за собой на какие-то акции протеста. Может быть другой опасный сценарий, если они попытаются из Тбилиси перенести в регионы. Вот если они попытаются в городах, например, в Зугдиде зажечь какие-то движения, вот это, или в Горе, вот это может привести к длительному и опасному противостоянию центральной власти с оппозицией, которая может уйти в национальные, скажем так, части Грузии. Ну, мы помним бегство Гамсахурдия в Мигрелию, его попытку там создать свою базу, из этого ничего не вышло, но это привело к определенному конфликту. Не знаю, удастся ли им сделать конфликт, но попытаться поставить новую власть перед фактом, что мы поднимаем провинцию, они могут. Вот в этом мне кажется, что да, это было бы опасная история, но мне кажется, из того, что я знаю, нет у них такой... базы просто, таких активистов, которые могли бы там, имеет смысл в городах, чтобы это стало заметно, даже не Зугдиде, это скорее там
Батуми, Кутаиси. Вот, да, там города, которые выделяются. Вот. Но ни там, у них нет базы, которая была даже где-то этническая, да, у Звияда Гамсахурдия, потому что, ну, он был мегрел и сын известного писателя грузинского, который там всю жизнь прожил в Мегреле и так далее. У него там была социальная база. У оппозиции сейчас главное их, ну, такое актив, что ли, это молодежь. Причем тбилисская молодежь. Да, это студенты, бездельники, всякие МКОшники, НПОшники там, и так блогеры. далее. Блогеры, да. Кстати, там было замечено, и об этом говорили правоохранительные органы Грузии, что очень много движухи участвуют релактанты российские, украинские, там вот эти беженцы, которые там находятся. Вот, ввиду чего очень часто там их задерживали, не впускали в Грузию кое-кого, людей, которые должны были там глаголом жечь и поднимать этих активистов. А с другой стороны, там очень интересная вчера, по-моему, произошла ситуация, когда чешского журналиста не пустили в Грузию, он долго возмущался. Это человек, журналист, который очень долго работал с грузинским легионом, который воюет на Украине, и снимал о них фильмы там, и так далее. И вот, а сейчас он как-то засобирался в Грузию ровно под выборы. Вот, и его просто не впустили. То есть это отслеживается ситуация. Я не знаю уж, насколько там это активно и эффективно это делается, но то, что правоохранительные органы Грузии делают и видят вот эти движения, которые там происходят, это однозначно. Вот, поэтому, честно говоря, я думаю, что нет, основной, конечно, ареной вот этого противостояния станет Тбилиси, безусловно. Ну, в Тбилиси живет половина Грузии. То есть это тут. И я говорю, там социальная база оппозиции именно там. Это вот такие не очень далекие молодые люди, не очень образованные, которые, значит, для которых речь идет, а мы пойдем в Европу или не пойдем. То есть все там размышления по поводу, а кто-то собирается вас брать в Европу, а что такое пойти в Европу. И вообще, да, которые даже не смотрят, допустим, на то, что сейчас происходит в Казани, да, куда приехало 36 представителей 36 стран, 22 из них представлены главными руководителями, да, собралось тысячи журналистов из 59 стран, вот, и те заявления, которые делаются, и объем, да, там, той экономики, которые представляют сейчас это, и тех количество людей, граждан, которые сейчас представлены в Казани, знаете, вот это какой-то некрофилия какая-то, вот это вот желание вернуться куда-то во вчерашний день и любовь к уже практически мертвому вот этому европейскому объединению. Вот это для меня, конечно, загадка полная. То есть это как же нужно было прочистить мозги, чтобы люди, которые себя там называют там, университетской молодежью там, и так далее, которые вообще не понимают, что происходит в мире и куда они вот вдруг собрались вот так вот и долго. А что вы все это время делаете? Посмотрите на Молдавию. Вот она уже практически в ЕС. Да, страна фактически стоит на грани просто того, что она будет поглощена другим государством. Где во главе страны стоят люди другого государства. Страна, которая отказалась от собственного языка. Ну, для меня вот, то есть эти примеры, они настолько яркие. И как этого не понимают в Грузии. Ну, Им хорошо ответил Эрдоган в свое время. Помните его знаменитую фразу? Если бы они хотели взять вас в Европу, они бы вас давно бы уже взяли. Тех, кого они хотели взять, тех давно взяли. Ну, тем более, действительно, Грузия для вступления в это сделала, вот и при Саакашвили, и даже позже, очень много. И она, в принципе, из стран этого региона, точно она маленькая, ее точно можно было. Но никто это даже не рассматривал этой возможности. Причем, более того, давайте подумаем о первый вопрос. Если Грузию берут в Европейский Союз, у Грузии прекрасная сельскохозяйственная продукция. Это удар по Румынии и Болгарии. Захотят ли румыны и болгары ее видеть, делайте вывод, я думаю, сами. Момент второй. А как Евросоюз будет вообще коммуницировать с Грузией? У них нет ни одной общей сухопутной границы. Через Черное море. Только через Черное море. Представьте, какой флот надо построить, просто даже торговый, чтобы осуществлять постоянные перевозки между, например, болгарским Бургасом и Поти.
Вот просто, да, не разово, не военный корабль прогнать, а вести постоянную торговлю. И сколько будет стоить топливо для такого корабля, если просто сесть и составить смету. Или одновременно гонять корабли в Констанцию. Да нет, тут надо, во-первых, сразу посчитать тот экономический урон, который будет Сейчас дойдем. нанесен сразу же разрывом отношений с Россией экономически. А это следующее, дайте, да, и плюс это опять, как и в Молдавии, обострит проблему Абхазии и Южной Осетии. Вновь станет, помните, когда создавалась программа «Восточное партнерство», это был 2008-2009 годы, наши эксперты ведь тогда открыто говорили Евросоюзу: ребят, ну это война. Вы понимаете сами, это вновь обостряет проблему непризнанных государств. Молдавия идет, Приднестровье не идет. Грузия идет, Абхазия и Южная Осетия не идет. К чему это приведет? Это приведет к новому конфликту. Или второй момент, а где нам строить экономическую таможенную границу? Опять надо проводить тогда новую границу с учетом тех самых непризнанных государств. Или воевать. Или, как на Украине, эта просто программа приведет к разрыву территориальной целостности государства. Поэтому вступление Грузии гипотетическое в Европейский Союз вообще мало реалистично при любом раскладе. Даже если там будет самая проевропейская, можно сказать, власть. Да, там уже была самая проевропейская. Хотя что такое проевропейское, это тоже большой вопрос, учитывая, что Британия ушла из этого объединения полностью. Да нет, я говорю, это вот какой-то некий такой вот жупел, который там был навязан, и вот это вот, я очень много этих интервью видел, опросов, наверное, когда стоят такие девочки с бессмысленными глазами, и ее спрашивают, ну вот как вы относитесь, это выбор, мы же, и так она серьезно, мы же в Европу, мы же вот Европу. И то есть следующий вопрос, а как это выглядит, это уже все, здесь ступор. Заметьте, ведь то же самое и в России. Вот этих вот девочек спросишь, а что вы понимаете под движением в Европу? Они в Питере, они смотрят, хлопают глазками и говорят: вы понимаете, что это развал России тогда, ее территориальной целостности? Они об этом не думают совершенно. Да. Ну, давайте перейдем от Грузии к тому, о чем Гия уже начал говорить. В Казани на этой неделе проходит большой саммит БРИКС, организация, которая начиналась как объединение 5 крупных, но развивающихся экономик, теперь привлекает внимание очень большого количества стран. И, как Гий уже сказал, на саммит в Казань прилетели лидеры стран, которые интересуются и хотят в будущем вступить в БРИКС, в том числе президент Азербайджана Ильхам Алиев, в том числе президент Турции Реджеп Эрдоган. И хотелось бы поговорить именно вот об этом феномене, потому что БРИКС сейчас, мы не можем сказать, что это какая-то супер влиятельная организация, если даже сравнивать ее, например, с Шанхайской организацией сотрудничества, у которой четкие цели, устав, много экономических программ. БРИКС на ранней стадии своего развития, и вот сейчас у нее есть шанс такой прорывной и стать действительно, может быть, влиятельной структурой, о чем Владимир Путин также говорил в своих заявлениях уже на саммите. Почему сейчас страны, особенно страны глобального юга, проявляют такой интерес к БРИКС и какие у него перспективы, Алексей Валерьевич? Вы знаете, начну я, наверное, с того, что российскую политику очень часто упрекали в том, что у нас нет никакой идеологии. А ведь это не так. На самом деле, с того момента, как в 1997 году мы подписали с Китаем декларацию о многополярном мире, идеология у нас есть. Мы предлагаем мир баланса сил. Американцы предлагают мир гегемонии, их идеология. Как она будет выглядеть, это уже другой вопрос. Как в свое время, кстати, Франция, да, в 17-18 веках несла мир французской гегемонии. Они несут мир гегемонии американской. А Россия предлагает мир баланса сил вместе с Китаем, когда будет много центров, много полюсов. Мы это видели 19 и первую половину 20 веков. То есть, и на самом деле этот идеологический раскол даже жестче, чем коммунизм и либерализм. Понимаете, теоретически коммунизм и либерализм можно развести по домам. Сказать, вот здесь он будет коммунистический лагерь, здесь либеральный. Гегемонию и баланс сил не разведешь. Это несовместимые проекты мирового устройства. Тут уж либо одно, либо другое. Тут уж задеваются жизненные интересы.
Вот на самом деле, что объединяет БРИКС, ШОС, те структуры, которые вы называли, Марина? Их объединяет то, что они оппозиция американской гегемонии. Вопрос в том, в какой форме они оппозиция американской гегемонии. Ну, кстати, у них не обязательно есть военный союз. Я напомню, что Россия и Великобритания не особенно любили друг друга, но 100 с лишним лет были вынуждены объединяться против Франции. Французов они боялись больше, как гегемона, чем друг друга. Так и здесь, при всех противоречиях, при всех трудностях приходится объединяться и создавать подобные структуры. Пусть пока они не имеют, но может быть, кстати, в этом их и сила, что они не имеют жестких обязательств, не имеют обязательно жесткого военного союза и оставляют возможность для и лавировать, и балансировать, и учитывать свои интересы. Мы не ставим, в отличие от американцев, мир перед жестким выбором. Или мы, или они. Посмотрите на Индию. Страна, которая, по сути, ведь, скажем откровенно, блокирует многие антиамериканские инициативы в рамках БРИКС. И тем не менее ее никто не исключает. На нее никто не давит, ей никто не угрожает санкциями. Она имеет право на свое мнение. Вот что сейчас американцы будут делать? Они будут, я думаю, создавать такое противодействие БРИКС. Тут у них несколько есть заделов. Первый, помните, когда-то у них был такой Манильский пакт и организация СИАТа. Он есть до сих пор. Теперь они ее перевозрождают в виде AUKUS. Австралия, Новая Зеландия, Британия, США, наверное, Япония. Наверное, со временем они туда интегрируют Францию, у которой, не спешите смеяться, крупные владения на Тихом океане, и попытаются привлечь туда французов, учитывая проатлантический полностью вектор политики Франции. И главная битва, конечно, пойдет за Индию. Вот Индия может стать новой линией разлома. Они будут, конечно, пытаться перетянуть Индию на свою сторону, максимально стравив ее с Китаем и с Пакистаном, а косвенно и с Россией. То есть, если мы Индию удержим, тогда мы удержим костяк БРИКС. Если они будут сильно перетягивать Индию, тогда это может привести к новому разлому. И вариант второй. Вот не далее, как вчера, Бильд написал интересную статью, что Южная Корея бросает вызов России как прекрасная армия на Украине. То есть американцы думают, а помните, у них был такой проект в 70-е годы, небезызвестного вам Збигнева Бжезинского, когда он был помощником Картера по национальной безопасности, азиатская НАТО. То есть объединить не отдельные договоры США с союзниками, а США, Южная Корея, Япония, Филиппины, Австралия, создать нечто похожее на азиатское НАТО. Вот это то, где они будут играть, я думаю, против БРИКС. Ну и последнее, не могу не сказать, у нас, мне кажется, я вообще не очень люблю этот термин «глобальный юг», и вот почему. Я напомню, что вообще это противостояние север-юг, это был очень неприятный процесс, только у нас об этом не помнят. Это был далекий 1974 год, когда развивающиеся страны предложили создать новый мировой экономический порядок. И приняли такие резолюции через Генассамблею ООН. Максимальная демократизация мировой экономики, учет их мнения, то есть очень похожее на то, что сейчас представляет БРИКС. Что сделали развитые страны Запада? Жескар д'Эстен предложил им, а давайте вместо этого формат север-юг, диалог. Давайте заменим ваши требования диалогом развитых стран севера и юга, который и север будет подбрасывать югу какие-то деньги. Они, к сожалению, тогда на это купились. Был Парижский саммит 1976 года между север-юг, так называемый. Потом в 80-м провела комиссия во главе с Вилли Брандтом линию, где проходит разлом север-юг. Кстати, мы там к северу были, Советский Союз еще отнесены. А потом в 81-м, когда они сняли требования нового мирового экономического порядка, на саммите в Канкуне Рейган им сказал: ребята, отменяется помощь севера-югу. И с тех пор больше не было таких саммитов. То есть идея глобального юга была намеренно придумана французами и американцами, чтобы сорвать этот важный диалог по новому мировому экономическому порядку. И глобальный юг это чисто прозападная и весьма неприятная на самом деле концепция.
Ну, мы так, чтобы объединить, назовем, потому что, да, действительно, в БРИКС входит Россия, которая относится к северу, Китай, Бразилия, то есть самые разные страны. Гораздо лучше термин «мировое большинство». Вот он действительно неприятен Западу и действительно нервирует американцев. Ну, но сейчас все время как раз в Казани очень многие пользуются именно этим термином. Потому что американцы, Чуть ли не официально. потому что они-то привыкли себя выдавать за лидера большинства. С нами большинство стран мира. А оказывается, ребят, с вами это меньшинство. На мой взгляд, очень важное, конечно, вот я совсем согласен, что Алексей говорил. Единственное, добавлю от себя еще то, что с точки зрения, конечно, информационной, это просто, ну, это не просто бомба, это ядерная бомба. Потому что, ну, как бы сейчас не пытались в мировой западной прессе, да, и в глобалистских этих структурах принизить это значение, там они там пытаются играть, что нет, все равно у них очень много разногласий там, и так далее. То, что сейчас в Казани происходит, это, конечно, это очень серьезная вещь, очень серьезная. И то, что там действительно практически все руководители крупных государств, там только из Бразилии, вот Делула, он приболел, да, но он выступал сегодня. Там, ну и на сербов поднадавили, как понимаете, выясняется. При всей моей любви к сербам, там это значение этой страны все-таки, скорее, да, просто демонстративно все-таки мы сербов воспринимаем как братьев там православных, там и сербы и русские братья навек брачат. Хотя так было не всегда далеко, прямо скажем. Ну, это сейчас, и вот то, что там не приедет, ну, там он долго извинялся же, звонил там и всячески там приносил свои извинения президент Вучич. Вот. Но там, если серьезно, то, конечно, значение, ну, трудно переоценить того, что происходит. И тем более, что это происходит именно в Казани, в России. Вот, это, конечно, очень впечатляет вообще все эти кадры, которые мы видим. Вот, и эффект медийный, ну, его надо, конечно, понимать. И вообще очень многие, кстати, в китайской прессе я видел, да и не только в ней, говорят о том, что происходит как уже оформление нового центра силы, нового центра принятия решений по глобальным проблемам. И на самом деле все как-то в будущем таком времени говорят о том, что вот Соединенным Штатам придется считаться. Да им сейчас приходится считаться с тем, что происходит. Так же, как им приходится считаться с тем, что происходит на Украине, и как считаться с позицией и Индии, и тем более Китая, и тем более там, каких-то стран Ближнего Востока к тому, что происходит. Мир поменялся, это уже данность. Да, там понятно, что есть еще там долларовая система, с которой тоже сейчас будут, судя по тому, что говорят, что-то делать потихоньку. Да, там увеличивается взаиморасчеты в национальных валютах. Видимо, сейчас будет созданы еще какие-то, не общая валюта, конечно, но какие-то механизмы, которые на самом деле, они ведь когда говорят, что там мы не против доллара или евро, это действительно так, просто против вмешательства третьих стран в экономические взаимоотношения. Да, вот мы сейчас там видим в той же Турции, да, сейчас так на них надавили, что они внесли в перечень там, товаров там, двойного назначения и ужесточилось. Да, то, что мы получали через Турцию, теперь не можем. Но я думаю, что будут найдены другие пути. Невозможно, мир стал другим. Вот, поэтому и как раз это очень показательно. Ну, как раз у Владимира Путина сегодня переговоры с Эрдоганом, поэтому я думаю, что какое-то решение будет найдено, тем более, что у БРИКС существует свой банк, и как раз по этой линии больше всего работы будет проделано, делается и будет проделано именно в экономических, найти решение, как не зависеть от одной страны именно в финансовом плане, и чтобы вся эта сетка распространялась на все страны, которым это интересно. Я добавлю к тому, о чем говорил Гия, два момента, о чем говорите вы, Марина. Первое, нам надо понимать разницу между американской и европейской культурой. Европейская культура очень снобистская культура. Ну и что мы меньшинство, зато мы великие, непобедимые, могучие и так далее.
А американцев это задевает. Они-то привыкли говорить, что мы лидер большинства, за нами большинство стран мира, мы ведем за собой большинство. Это не французское, не британское мышление. Мы подавим какие-то там, да, другие народы, как всегда, веками. Это же наши бывшие колонии, ха-ха. А эти действительно обеспокоены тем, что большинство не с ними. Момент второй. Понимаете, то, о чем вы, Марина, говорили, американцы, я так понимаю, ищут не экономический ответ на экономические проблемы. Вспомните, что они писали нынешним летом. Вы хотите многополярный мир? Мы вам его устроим. Мы перевооружим Японию, мы перевооружим Германию в 3-й раз, и тогда вы узнаете, вот вам многополярный мир. Мечты сбываются, где у вас для Китая будет милитаристская Япония снова нацелена, а для России будет враждебная милитаризированная Германия, проникнутая идеей реванша как национальной идеей. Ну и подбросим в баланс Финляндию. Посмотрите, как быстро ушла та Финляндия, которую мы знали. Дружелюбная нам Финляндия Кекконена в время 60-х годов. И как быстро мы видим Финляндию Маннергейма. Враждебную Польшу, ну это уж сам Бог велел, враждебную Швецию, которым опять-таки возбудим их идеи реванша за Карла XII. Мы смеялись в свое время, а теперь, когда мы на это смотрим, мы видим, как это проявляется. Кстати, мне очень понравилась сатира про шведов, когда они вступали в НАТО. Помните, дали из мультфильма про Нильса, как шагает Карл, по-моему, XII же, да, там статуи говорит, а помнишь, Розенбом, как палил тот корабль? Скоро эти времена вернутся. То есть создавать нам угрозу на Балтийском море. Ну и плюс, да, Румыния, о чем мы уже начали говорить, что они могут через Приднестровье создавать здесь новый опасный очаг напряженности. Ну и я помню, французы весной так поговаривали, а русским-то далеко до Одессы пока еще, а румынам 1 ночь пути. Быстро занять Одессу, как установить свой контроль. Ведь посмотрите общие крики сейчас, что КНДР воюет на стороне России, кто там воюет, не ясно, потому что это корейцы. А под этим предлогом вводить войска НАТО. Причем не воевать с Россией, а взять под контроль определенную часть территории Украины и сохранить там реваншистский режим. Вот их цель. То есть они будут искать, резюмирую, не экономические меры для того, чтобы ввести экономический ответ. Вот чем всегда Запад был сильнее Востока? Восток — это в целом китайская, индийская, миролюбивая торговая цивилизация. Запад — воинственная цивилизация. Они считают, что война — это норма, а не аномалия. Поэтому, естественно, для них нет ограничения не искать военный ответ на торговые проблемы. Резюме, Гия. Да, ну я хотел бы просто прокомментировать, на самом деле, появление, если подобное произойдет, хотя у меня большие сомнения по поводу Германии или Японии, милитаризированных. Дело в том, что я верю в историческую память народов. Понимаете, Германия милитаризированная, вот ту же самую Польшу, она как-то должна вздрогнуть, если честно, так же, как и другие. А мы это и видим нынешней весной и летом, правда же? Вот. Такие трения вот, появляются. Так же, как Япония, которая, да, там китайцы, корейцы, они-то, у них память должна быть ой-ой-ой какая, да, и там же те же Филиппины, и там это все. То, что с ними творили самураи, оно ведь так не забывается быстро. Вот. Хотя, судя по всему, там, с исторической памятью, может быть, и не у всех хорошо. Так же, как у той же Японии, да, которая подверглась атомным бомбардировкам. Вот. Но, да, процесс очень сложный. И действительно, то, о чем Алексей говорил, жизненно важные, а вообще просто жизненные, как бы, просто сохраниться, да, той же цивилизации, допустим, североамериканской, может позволить только либо война, вот, либо понижение в статусе, да, там, и признание каких-то реалий. То есть отброситься на 100 лет назад, вернуться в западное полушарие, да, и заняться своим домом. Да. Ну вот, как бы, я думаю, что в этом будет происходить. Другое дело, что в Америке, на мой взгляд, из того, что я слушаю у коллег, которые занимаются Соединенными Штатами Америки, в том числе экономикой там, и всем остальным, у них ресурсов не так много, как раньше.
эти ресурсы, они конечны. Да? И тот же и госдолг, там, да, и те же финансовые инструменты, которые раньше помогали им, теперь они тоже являются заложниками их же политики последних. Вот, поэтому здесь еще большой вопрос, а будут ли силы на все вот эти мероприятия и для того, чтобы противостоять, ну, как хотите называйте, глобальный юг, большинство, короче, тем странам, которые хотят справедливости, по большому счету. Они ведь за что ратуют? За что? Давайте-ка мы будем как-то... Считаться. Не все, не в один род, чтобы все, понимаете, туда. Давайте, да, у нас есть свои интересы, и давайте вы их будете учитывать. Приведет ли это к столкновению серьезному военному? Думаю, что попытки будут, прощупывать будут. Другой вопрос, вот что даст это прощупывание? Потому что ведь Россию тоже прощупывали. И тоже многие на Западе не верили в такой серьезный ответ России на, ну, фактически тогда, что послали они нас в 2021 году. Хотя после Грузии и Сирии должны были бы Ну, по да, логике так поверить. Решили, что это эпизод, видимо. Вот, что это эпизоды. И здесь как бы такую, все наши озабоченности и попытки договориться и прийти к какому-то все-таки договору по поводу того, как мы будем жить дальше, и чтобы наши интересы учитывались, они, ну, были просто откровенно, причем в достаточно недипломатичной форме, в общем, отвергнуты. Получили то, что получили. Вот. Справиться так, как они рассчитывали быстро с этим, с помощью экономических связей, с помощью экономических санкций и вооружения Украины, тоже не получилось. Да и связи, правильно Гия сказал, рассчитывали на определенную пятую колонну, да, внутри России, особенно да, в банковском секторе. И рассчитывали на, конечно, то, что остальной мир по-другому будет реагировать на все это, да, там, ну, там санкции, испугать всех санкциями, запугать, заставить присоединиться к этим санкциям. И что у нас будет типа февраля 17-го, да, по итогам. Да. Вот, всего этого не получилось. Поэтому за этим же очень внимательно мир смотрит. Почему сейчас в Казани такое количество людей, такое количество лидеров и так далее? Это результат в том числе и противостояния по Украине. Они видят, что Запад, объединенный Запад, не отдельные страны даже, а объединенный Запад ничего пока не может сделать, как они хотели на поле боя. А это вдохновляет людей, я думаю, на то, чтобы под шумок свои интересы защищать. Поэтому важное очень событие, на мой взгляд, эпохальное сейчас происходит. И даже госсекретарь ООН Гутерриш прилетел на саммит. Да, что миротворец тоже... его включили за это. Да. Срочно. Тут же. Спасибо огромное за интересную беседу. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях был доктор политических наук, профессор Алексей Валерьевич Финенко. Алексей Валерьевич, спасибо большое за разговор. Спасибо.